Сегодня делаем очень популярный замок для цепей и браслетов – замок-коробочка. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Для замка я уже откатал пластину и теперь отжигаю ее, чтобы металл стал мягче. С заготовкой удобно работать, когда она ровная, поэтому рихтую ее на наковальне. Теперь нужно сформировать базовый угол в 90 градусов для удобства последующей разметки. Отмечаю будущую толщину замка и делаю V-образный пропил квадратным надфилем на половину толщины. Сгибаю по линии надпила на угол в 90 градусов. Как видно, после сгиба канавка практически закрылась. Отмечаю внутреннюю ширину замка. Делаю такой же пропил, как и в первый раз, только не по разметке, а немного левее на толщину заготовки. Так как первую полку делал с припуском, то буду использовать два ригеля для зажатия заготовки. Второй сгиб также на 90 градусов. По углу прохожусь немного молоточком для более плотного прилегания к ригелю. Отмечаю длину второй полки. Отрезаю с небольшим запасом. Обстукиваю углы для придания четкой формы. Выравниваю полки по толщине ригеля. Их высота должна быть одинаковой. На внутренних ребрах делаю небольшие фаски, примерно 1/3 от толщины заготовки. Позже в этом месте будет находиться катет припоя. Для сборки замка есть следующие элементы: швеллер, дно, две заготовки на торцы и язычок. Последний должен плотно скользить в швеллере. Боковые стороны язычка я немного скругляю для эстетичности. Приступаю к сборке. На швеллере пропаиваю сгибы. Припои в эти места нужно совсем немного.
Припаиваю дно к швеллеру. После снятия флюса обрезаю лишний припуск. С одной стороны формирую базовый торец. Его буду использовать для последующей разметки. Отмечаю нужную длину. Делаю предварительный пропил по периметру примерно наполовину толщины. Впоследствии это позволит произвести более точное отрезание. Итоговый рез делаю под углом 45 градусов. Только что отрезанный торец немного подравниваю. Теперь можно запаять торцы. Обрезаю лишнее. То, что не обрезалось ножницами, нужно сточить. По углам формирую небольшие фаски. Отмечаю место следующего реза. Это примерно 1/4 от общей длины. Техника реза такая же, как и в первый раз.
Это пятнышко на грани я оставил не случайно. Оно помогает определить расположение полок швеллера. Произвожу разметку паза под фиксатор. По размеченным линиям делаю 2 сквозных пропила. Для открытия паза нужно срезать углы. Вооружаюсь подходящей фрезой и приступаю к обработке коробочки. Формирую радиусные переходы и снимаю фаски на всех ребрах. Делаю пологий заход для фиксатора со стороны паза. Теперь придадим форму язычку. Делаю плотную посадку сгиба в короткую часть замка. Произвожу разметку примерно на половину перемычки и отрезаю лишнее. Загибаю и подгоняю вторую сторону язычка. Теперь
язычок можно запаять в короткую часть. Размечаю положение фиксатора. Чтобы при пайке фиксатор оставался на месте, приклеиваю его на флюс. Отмыв от флюса, придаю фиксатору законченную форму. При помощи оправки с наждачкой нужно подготовить замок к будущей полировке. Положение оправки должно быть под углом 45 градусов к оси замка. Это позволяет более ровнее вывести плоскость и уменьшает шанс сделать ненужное заглубление. Периодически направление шлифования нужно менять на перпендикулярное. Замок готов к установке. При пайке нависающая цепь просто опирается на элемент замка. Для удержания последнего использую обратный пинцет. После пайки и галтовки мягкому язычку нужно придать пружинистость. Для этого внутрь я помещаю набор пластин нужной толщины. И весь бутерброд без фанатизма прокатываю в вальцах. После таких манипуляций на язычке образовываются две зоны повышенной твердости, а сгиб
не имеет концентраторов напряжений. Такой замок прослужит своему хозяину очень долго. Надеюсь, это видео было полезным. До следующей встречи на Цепилогии.